Всем привет, с вами Артем. Сегодня будет видео, о котором я сообщал ранее в сообществе. Это производительность готового комплекта Huananji X99BD4 плюс Xeon E52620V3 и память DDR4 16 гигабайт в двухканальном режиме. На данном этапе стоимость такого комплекта около $150. Подробнее о стенде в описании. По плану посмотрим на производительность с перекосом на процессор со стандартным моим набором игр, там где это действительно возможно с видеокартой GTX 1070. После этого прикинем производительность уже с упором в видеокарту, с более-менее современными проектами, которые позволяют это сделать. Также ради общей картины в целом посмотрим на диаграммы результатов в играх и программе AIDA64, ранее мной тестируемых системах E52620V3 и E52666V3 в четырехканальном режиме. Охлаждение будет использовано PC Cooler GI X4R V2. Схема Smart Fan под 1900 оборотов в минуту на скрине. Если кому интересно, ранее уже был выпущен ролик по тестированию данной системы охлаждения. Драйвер андервольтинга был собран по схеме минус 80, минус 50, минус 50. В нашем случае это дает возможность процессору 2620V3 не сбрасывать частоту в 3,2 ГГц, даже при максимальной нагрузке. При полной нагрузке на открытом стенде температура процессора достигла отметки 65 градусов. Насколько достоверна информация от датчиков BD4 в AIDA, к сожалению, неизвестно. На мой взгляд, калибровка отдельных шкал или датчиков не совсем соответствует данной плате. Температура радиатора цепи питания процессора около 50 градусов при работающих вентиляторах. В дальнейшем эти вертушки были отключены, уж сильно неприятно они шелестели. Такая же манипуляция была проведена и на ранее тестируемом комплекте E52666V3. Что касается памяти, то частота стоковая в 2666 МГц, разумеется, на Xeon'ах не работает. В нашем случае 2620V3 работает максимум на 1866 МГц. До какой отметки получилось поджать тайминги, можно увидеть на экране. Очень важное дополнение по поводу показателя TRFC. Это не очень дружелюбный к снижению тайминг, так как может сильно провалить производительность памяти. Например, снижение его до уровня 172 может показать вот такую ситуацию. При этом система проходит все возможные стресс-тесты. Захват в играх был реализован с помощью устройства видеозахвата, обработкой которого занимался отдельный компьютер. Погрешность видео возможна только от оверлея. Что касается диаграмм, то это результат чистого прогона бенчмарка FPS без захвата и оверлея. Первый проект это Lara, настройки максимальное разрешение 720, средняя частота кадров 88. Данная плата некорректно показывает потребление процессора, этот показатель был отключен. GTA 5 настройки максимальные, сглаживание MSI двукратное, дополнительные настройки отключены. Средняя частота кадров 65. Dota 2 настройки максимальные, разрешение Full HD, средняя частота кадров 155. Watch Dogs 2 настройки максимальные, средняя частота кадров 63. Как всегда, какой бы ни был процессор, ему в данном проекте не сладко. Обитель зла 2 настройки условно очень высокие, не превышающие 8 гигабайт видеопамяти. Средняя частота по отрезку 139 кадров. В
Война миров Z, настройки ультра, средняя частота кадров 79. CSGO, настройки максимальные, разрешение Full HD, средняя частота кадров по бенчмарку 293. И завершающий проект тестирования игр с упором на процессор — это Zoo Pripyat Benchmark, результат которого, как обычно, посмотрим немного позже. И пока идет тестирование, давайте посмотрим на разницу в производительности ранних тестов 2620V3, но с 4-канальным режимом и серверной платой Lenovo. Можно заметить, что хорошо поджаты тайминги на сегодняшнем испытуемом. Проектов немного, но все же лучше, чем ничего. Ну и на закуску сравнение производительности с E5-2666 V3 4-канал. Такие получились результаты первого этапа теста. Следующий этап уже посмотрим производительность комплекта с упором видеокарту GTX 1070. И первый на очереди это Valhalla. Настройки пресет самые высокие. Счетчик кадров добавлен непосредственно в оверлей. Cyberpunk 2077, к сожалению, в данном проекте подзабыл, какой использовался пресет графики и не записал его на видео. Тестировал все это дело еще 11 февраля. Far Cry 6, настройки графики Ultra. В данном случае был использован оверлей от программы MSI Afterburner. FPS монитор сильно проваливал результат. RDR 2. Настройки вы можете видеть на своих экранах. Результаты количества кадров в оверлее. Watch Dogs Legion, пресет график тоже не помню какой, но в конце бенчмарка будут установки графики. Процессору E5-2620V3 ой как не сладко в данном игровом проекте, по крайней мере с видеокарты GTX 1070. Вот такие получились результаты. В целом, как стартовый сетап, очень даже неплохой вариант. После можно добавить памяти, сменить процессор,
Благо плата X99BD4 вывозит практически любой камень. Из недостатков это есть отдельно некорректно работающие датчики, шумят вентиляторы на кулере цепи питания процессора, зависание в AIDA64 при открытии вкладки сенсоры. Некоторые моменты можно решить, и как правило это может вызвать дискомфорт только поначалу. В процессе обычной эксплуатации все забывается, кроме, конечно, этих маленьких вентиляторов. Третья плата, у которой их работа вызывает лично у меня сомнения. Еще раз призываю вас, чтобы не теряться, заходите ко мне на ресурс, там много чего интересного. Пишите в комментариях, что вы думаете по данному комплекту. Огромное спасибо за просмотр, с вами был Артем, всем добра.